Что самое неловкое случилось на встрече одноклассников? Не забывай, с меня ролик, а с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Я играю в группе. Мы были забронированы рестораном для классного воссоединения. Я пришел, чтобы подготовиться к концерту. И это был мой гребаный класс, а меня даже не пригласили. История не моя, а моей мамы. Она поехала с моим отцом обратно в свой родной город навстречу. Мой папа вырос в другом месте, поэтому никого там не знал. Чокнутый от скуки, он решил немного повеселиться и нашел способ. Он узнал, кто из их выпускников был самым большим развратником и нарушителем спокойствия среди несовершеннолетних. Назовем его Альберт Дэвис. Итак, мой отец подошел к таблице бейджей и нашел бейджик Альберта Дэвиса. Он надел его и ходил, здороваясь со всеми, просто чтобы посмотреть на их реакцию. Потому что большинство из них предполагало, что Альберт Дэвис находится в тюрьме. Моя мама не думала, что это было смешно. Я пошел с женой на ее встречу. До начала у меня было свободное время, я вспомнил, как слышал историю о парне, который был бойфрендом моей жены в 3 классе. Позже у него были тяжелые времена, наркотики, алкоголь, стычки с законом и так далее. В шутку я написал его имя на своем бейджике и пошел по своим делам. Вскоре после этого довольно сильная и большая женщина обернулась, посмотрела на меня, затем на мою табличку с именем. Когда она увидела это имя, она взволнованно посмотрела на меня и закричала так громко, как я когда-либо слышал. Обняла меня как медведь, поднимаясь с земли, и укусила меня за шею. Крови нет, но синяк приличный. Парень, над которым жестоко издевались в старшей школе, создал группу в Facebook, чтобы начать планировать встречу класса. Он спланировал место встречи, еду, напитки и попросил всех заплатить цену за билет. Чтобы покрыть все это, он организовал перевод денег на банковский счет, получил $200+ и свалил. Никогда больше о нем не слышала. Я очень долго смеялась. Каждый год выпускники моего брата собираются в одном соседнем баре на День Благодарения. Это неформальная вещь, но любой может прийти, и все они выпивают, и это совершенно нормально. Я буквально понятия не имел об этом, и видимо мой брат тоже не знал, потому что 4 года назад мы пришли выпить вместе, и там был весь его выпускной класс из 50 человек. В старшей школе мой брат был тем еще ботаником и отчасти неуклюжим ребенком, но морская пехота и колледж изменили это, и теперь он общительный, сильный парень. Дело в том, что никто не знал, что он гей, и это небольшой городок на Среднем Западе, где больше нечего делать, кроме сплетен, и поскольку никто не уезжает, все знают друг друга. Я буквально всю ночь наблюдал, как мой брат уклонялся от нападок группы девушек, агрессивно пытающихся залезть на него. Поскольку в этой группе знакомств были те же парни, с которыми они ходили в старшую школу, а он был свежим мясом, все они были очень сильными, и это было плохо. Потом все стало более неловко, когда он сказал им, что живет на восточном побережье, потому что он гей, женат, а его муж работает там. Люди подходят ко мне, спрашивают, что случилось, и кажется, знают обо мне все, а я вообще не помню, кто они. Когда моя учительница подошла ко мне, поцеловала в щеку и сказала, что любит меня, она была очень пьяна. Мне было очень неловко. Изменено. Нет, она не была горячей, ей было за 60. Девушка превратилась в парня, и ей не разрешили войти, потому что она сменила имя. Я училась на дому до последнего года обучения, когда мои дедушка и бабушка наконец уступили и разрешили мне посещать очень маленькую частную христианскую школу. В нашем выпускном классе было меньше 30 человек. Что ж, оказалось, я действительно гомосексуальна, и новость быстро распространилась среди моих бывших одноклассников. Когда пришло время 10-летней встречи, меня исключили из списка приглашенных. Через несколько месяцев я случайно столкнулась с одной из моих одноклассниц в продуктовом магазине, и она прямо сказала мне: «О, я скучала по тебе на встрече. Мы просто не могли допустить, чтобы ты была там. Понимаешь, там было много детей. Это было семейное мероприятие. Лучше не рисковать. В любом случае, должна идти. Пока». Это была одна из самых неловких и ужасных вещей, которые мне когда-либо говорили. Мне удалось добраться до своей машины, прежде чем я попала в какой-то странный, горький, наполненный соплями приступ плача. Двое наших одноклассников скончались до нашей 5-летней встречи. Одна из девушек, организовавших мероприятие, подумала, что было бы неплохо сделать картонные вырезки их лиц, как будто они действительно все еще были здесь с нами. Хуже всего было то, что люди напились и начали их возить, фотографироваться с ними. Это было ужасно и душераздирающе. Освещение было тусклым, и мы были старыми, и некоторые придурки решили разрешить людям прикрепить бейдж с именем на уровне промежности. Никто не мог ничего услышать из-за сопливого диджея, который выкрикивал «Глаз тигра», а я пытался понять, с кем я разговариваю. Было довольно неловко. Я бросил школу и получил ГЭТ, документ об окончании средней школы экстерном. Кто-то пригласил меня на встречу класса, который я бы окончил. Они раздавали трофеи, как и большинство других встреч. Я получил награду «Самый успешный». Я полагаю, что получить высшее образование и проработать больше года – это успех. Супер неудобно выходить на сцену ради этого. И нет, Карен, я не буду создавать фетиш-сайт твоего мужа для сексуальных услуг.
На моем 10-летнем воссоединении все были очень разозлены. Было несколько человек, которые, казалось, были обижены на тех, кто неплохо преуспел в жизни. Действительно странно. Ничего такого. И под ничем я имею в виду неловкое ощущение от того, что я явился один из 12 человек в классе. Мы встретились через год. По сути, это было «мы все дома, почему бы не пойти куда-нибудь». Мы пробыли там не более 20 минут, и один из парней повернулся к одной из девушек и сказал: «Приятно видеть, что ты все еще пизда». Это было не неожиданно, реакция была, скорее всего, это было быстро. Мы выясняли, к кому приставали, а к кому не приставали священники. Какая-то пожилая женщина украла бирку с именем студентки по обмену Ким Фунг Той, после чего у нее случился сердечный приступ. 38-летняя женщина в пурпурно-черной пачке, футболке 311, зеленых и черных чулках и хвостиках. Я отдаю ей должное за то, что она придерживалась своего стиля, но это дерьмо было неудачным и в 97 году. О, мое время сиять! Прекрасные близнецы-черлидерши так растерялись на нашей 20-й встрече, что одну из них вырвала на стол, а другая так напилась, что выпала из фотобудки. Я пошел на встречу с женой. По ошибке взял не свой бейдж. Меня звали Ларри Браверман, и я прекрасно провел время, вспоминая старые истории об этих прекрасных людях. Все шло хорошо, пока студентка хирургии не подошла ко мне и не сказала, что я отец ее сына. Я должен был сказать всем, что на самом деле я не Ларри Браверман. Ну, я не знаю, считается ли это неловким, но выпускной класс моего отца должен был провести свою последнюю встречу на 3 года раньше. Примерно половине класса удалось умереть в течение 1 года. 7 за 60, так что не в старости. И организаторы посчитали, что если они дождутся запланированной даты, класса не останется достаточно для воссоединения. Этот парень из моего класса пытался переспать с женой своего друга, устроил массовую истерику, когда она отвергла его. Затем все услышали, как он кричал о том, что он властвует над школой и является золотым богом. Буквально все в комнате прекратили говорить, и настала мертвая тишина. Затем, в качестве акта мести, он исполнил этот причудливый танцевальный номер со своей сестрой-близнецом. Она была с инвалидностью. И своим отцом. Почему он там был, я не знаю. Слава богу, их не пригласили на следующую вечеринку. Дедушке моего друга было около 93 лет, когда это случилось. Ему позвонил его друг и сказал ему: «Итак, Джулс, мы должны встретиться или как?» «Почему?» – спросил дедушка. «Мы единственные из нашего класса, кто еще живы». Это смешно и странно одновременно. Когда одна из моих одноклассниц рассказала всем, что познакомилась с Конором Макгрегором. Стоял с друзьями из старшей школы на моей 20-летней встрече, и один из них подошел и сказал: «Сэнди Джонсон, вымышленное имя, все еще сука, как и в старшей школе». Другой парень из их группы сказал: «Нет, она очень хороший друг моей семьи, и на самом деле она не так уж плоха». В очереди стояла неловкая тишина, пока я не рассмеялся. Хотя я согласен с первым парнем, она все еще сука. Меня объявили мертвым. В 28 лет я переехал в Австралию и не был в Facebook. Так что да, когда настало время встречи выпускников, я был совершенно вне поля зрения. Но у меня был друг из средней школы, с которым я недавно связался. Он прислал мне изображение, на нем было мое имя и надпись RIP. По непонятной причине я написал организаторам и пояснил, что слухи о моей кончине сильно преувеличены. Я получил фото от пары человек, которые присутствовали. И когда я пересмотрел фотографии с ночи, то никого не узнал. Все они стали толстыми и лысыми. В старшей школе я был изгоем. И я не видел причин менять это. Моя мама говорила о ее встрече выпускников. Она пошла туда и увидела, как одна из ее старых подруг пытается сфотографироваться с 4 парнями, которые ходили с ними в школу. Моя мама зашла и вызвалась сделать снимок. Она начала сильно смеяться с этой пятерки на фото, в то время как жены тех 4 мужчин были сбиты с толку. Предысторию, которую моя мама знала, а жены нет, в старших классах пятерка на фотографии устроила групповуху, в которой девушка трахнула их всех. И это происходило, если я не ошибаюсь, более 1 раза. Они встретились спустя долгое время и подумали, что было бы весело получить групповое фото из оргии. Все их жены были просто сбиты с толку. Прошлым летом я задавался вопросом, когда состоится моя встреча старшей школы и запланирована ли она вообще. Я начал гуглить, и оказалось, что это было запланировано именно на эту ночь. Я не пользуюсь Facebook, поэтому я и не слышал об этом. Я остался дома и напился со своими собаками. 10 из 10 лучшая встреча. Итак, жена тащит мужа на встречу класса. Жена: «Милый, видишь того парня там? Я рассталась с ним сразу после окончания школы. Тот, что пьяный. После того, как я с ним рассталась, он начал пить и еще не перестал». Ого, так долго праздновать. Не могу сказать, что был свидетелем этого, но я закончил школу со 145 людьми, и мой друг сказал, что только 5 пришли на встречу.
Это дерьмо часть того, почему я никогда не пойду на подобные встречи класса. Полагаю, через несколько лет будет проходить такая встреча, 20 лет. И мне буквально все равно. Есть один человек, с которым я поддерживаю связь с тех дней, а остальные просто не имеют для меня значения. Я даже не помню их имен и как они выглядят. Мой отец пошел на свою встречу и стал свидетелем того, как адски обкуренная женщина ударилась лицом о стеклянную дверь. Я окончила школу в маленьком городке, где мой отец преподавал 30 лет. Он скончался несколькими годами ранее, и это имело большое значение для района. Был короткий день в школе, чтобы учителя могли пойти на его похороны. Все люди, которые были в этом районе, знали, что произошло. Одна женщина спросила меня, как у него дела и чем он занимается. Ее муж преподавал в этой школе, когда мой отец умер. Затем она задала мне тот же вопрос чуть позже, так что это было немного неловко. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Не забывай писать коммент длиннее 4 слов, ставить лайк и подписываться на канал. Ну и про колокольчик не забудь и включи там все уведомления. А также предлагаю посмотреть вот эти два ролика. До скорых встреч!